все разберем сейчас. Сейчас порядок наведем. И тут есть... Сейчас наведу порядок. И тут есть вот такая вот штука от принтера. Вот мы ее разберем, посмотрим, что внутри. Так что сейчас я немножко наведу порядок тут на столе, чтобы начать разборку. Не переключаемся. Давайте приступим. Посмотрим, что здесь у нас конструктивно. Уже по принятым обычаям шурупики сразу складываем в баночку для комплектующих элементов. Так, сразу здесь что интересного. Здесь из интересного у нас есть пружинный механизм. Пружинку снимем. Берем в баночку. Так. Здесь нам из корпусной части больше ничего интересного нету. В сторонку пока. Так. Здесь у нас есть разъемчик интересный. Моторчик. Как мы видим, здесь моторчик и электромагнит хороший есть. Можно пустить будет на поделочке. Очень-очень хорошо. Не понимаю, как это снять. Открутим здесь пока. Кстати, насчет моторчика. Забыл, у меня же вот еще радиодеталей. Я сразу в сторону убрал, сейчас покажу. Получается, вот один моторчик у нас был здесь. И здесь, где я убрал в коробочку, вот еще один моторчик. Получается, от этой же детали. И система обдува тоже куда-нибудь можно будет делать. Думаю, в следующем видеоролике мы это рассмотрим. Если я не ошибаюсь, здесь должен находиться, скорее всего, нагревательный вал. Кусок железа. Так, здесь разъем. Отключим. И здесь интересный такой пружинный механизм. Была пружинка бы помощнее, можно было бы использовать на ловлю зайцев диких здесь как раз. Но пружинка слабенькая, не сработает уже. Берем пружинку сюда. Здесь я больше
помимо разъемного механизма, по-моему, это какая-то... Здесь фотоэлемент стоит. Мы его сейчас снимем аккуратненько. Походу, количество вращений каких-то фиксировалось. Провод можно будет к нему оставить. И тоже поэкспериментировать, что-нибудь с Arduino сделать, собрать. Есть пару проектов интересных, надо попробовать реализовать их. Так, давайте снимем вот эту боковую крышечку сначала. Так, посыпались пружины. Ой-ой-ой. Вывалились пружинки. Уберем их в сторону. Так, теперь с этого края сейчас разберем. Сняли мы гравюрную шайбочку. Сняли пару шурупов. Тут еще один. Сейчас открутим. Так. Чтобы нам его разобрать, нам нужно как электромагнитный стул. Где же еще одна держится? На защелке держалось все, оказывается. Теперь нужно найти нужный провод, который стоит вот здесь вот, да? Как нам его притянуть так, чтобы... Так, снимем кнопочку, и все проблемы решены. Так, теперь провода уходят вниз все, да? Ладно. Какой-то механизм интересный, пускай. Так, еще был один.
Шайбочку снимем быстренько. Так. Она не магнитная какая-то. Так, ремни и шестеренки снимаем. Помимо шестеренок, здесь еще есть у нас... Опа. Пиндели такие. Так. Здесь тоже нам надо снять гравюрные шайбочки. Их тоже в баночку. Один вал снят. У этого вала здесь и держит у нас. Здесь у нас ничего нету, кроме валов, таких валиков. Валики снимем. Баночку там на поделочке. Так, теперь вопрос следующий. Как нам снять кожух, чтобы не повредить остальное, да? Ага. Ага. Так, давайте попробуем снизу выкрутить сначала все шурупы, возможно, что-то и держит. Что-то, возможно, нам не дает. Открываем потихонечку. И видим здесь плату на традиционных сборочках. Очень интересно так выглядит платка. Она стоит на защелочках. Здесь она управляется всеми здешними процессорами. Процессами, точнее. Моторчиками и самими. Релюшечками всякими. Раз, два, три. Такая вот интересная плата. Транзисторы здесь стоят. Честно, не вижу надпись. D1 521. Ага, так. Микросхема M54 640R. Две штуки и одна MZ 422 5M2. Микросхемка такая. С этой стороны минимум SMD деталек. Положим сюда. Так, теперь с проводами. Чтобы все элементы нам аккуратненько ровненько снять. Вот еще один. Вижу. Еще один с фотоэлемент проходов каких-то. Видно, движение валика какого-то фиксировало. Считала механизм. Какие-то
пластинки, пятачки какие-то держат валики. И здесь они держат тоже валики. Валики пока уже повылазили. Снимем пластиночки. Теперь сами корпуса. Так, вообще-то не мешались. Аккуратненько вытаскиваем шлейфа провода все, чтобы все было так. Теперь что у нас тут фиксирует? Так, вижу один шуруп. Держатель проводов на защелках. Сюда. Осталось пару шурупиков с этой стороны. И все. Там два шурупа сейчас выкрутим. Сейчас гравим стопорную шайбочку. Снимем с валика одного, чтобы она нам потом не мешалась. Так, а ты как у нас снимаешься? Странненько. Вроде там стопорной нету шайбочки. Пружиночка была. Пружинка нет. Так, с этой стороны, да? Имеем стопорную шайбу. Пружина. Очень хорошая, мощная. Которая не пускает. Мощную пружину снимаем.
циркониевые подшипники, по которым ходили валики. Тоже снимаем. Так. Что у нас здесь теперь? Я так понимаю, механизм. Это вот сам механизм с магнитным катушечкой. Посмотрим, что из него можно будет сделать. Так. Сам моторчик. Сделанный в Таиланде. Год выпуска, интересно. Года выпуска здесь нету, жалко. Так, здесь что у нас? Также такая шайбочка, которую надо снять. На шайбу. Вторая. Еще втулочный подшипничек. Шайбочка сюда. Так. Отбор. Еще один фотоэлемент. Вот еще один фотоэлемент здесь с проводами. Получается, их уже было 4. Который отключился. Получается, вот он был. Тик. Эти провода туда. Так, снимем пружинный механизм. Валик оставим, куда пригодится. Корпус убираем пластиковый. Так, вот с этим теперь надо как-то что-то решить. Потому что я не могу снять. Так, здесь толстенький воротничек. Металлолом. А шайбочку так мы не сняли, да?
Вот этот валик. Не знаю. Так, ладно. Тут еще один моторчик есть. Как мы видим. Давайте сначала его снимем сейчас. Да. Разбор видеоролика. Затянулся у нас. Ну, в основном все сняли. Осталось снять один датчик. Еще и все. Сейчас. Вот. Датчик. Вот такой у нас разбор. Тут получается два электродвижка. У этого даже тот 4-проводный, у этого раз, два, три, 6 проводов, да? Датчики, всякие разъемы, ремешки тоже пригодятся куда-нибудь. Катушки электромагнитные. Ну и вот такие вот датчики. Оборот можно делать на них. Вот такой видео, обзорчик небольшой. Кто смотрел, всем спасибо. Пишите комментарии. Буду рад отвечать. Всем спасибо.